Свет, мы где? Мы в аэропорту В каком? города Стоунтаун. Это аэропорт острова Занзибар. Ну, это не там, где садятся большие самолеты, это где маленькие, да, самолетики? Ну, это внутренний аэропорт. Да, это внутренний аэропорт. И сегодня мы летим с тобой... Куда? Сейчас увидите, да? Света говорит, у нас большой самолет. Сейчас посмотрим на наш большой самолет. Нас идет здесь 12 человек. Я думаю, что мы полетим вот на том сером. На каком? Вот на том. На том сером. А я думаю, что мы полетим вон на том, где один пропеллер. По-моему, кто-то из нас один прав. Но точно мы не летим на Air Tanzania, да? Вон на том. Если жираф такой классный, да? Летим вот на этом самолетике. О, я как туда в кабину посмотрю, мне прям... Там место есть, нет? Оу. Оу. Ясно. Есть, хорошо. Замечательно. Так близко с пилотами я еще ни разу не сидел. А ты? Нет? Нет. Boy goes to the bank into the front, back fist, front of it Короче, запасные выходы говорит, спереди и сзади. Мы летим на сафари, как вы уже поняли, и этот парк находится на самом материке, то есть в Танзании. Все парки сафари находятся именно в Танзании, на материке, на острове Занзибар нет ни одного парка. Поэтому если кто-то вам предлагает сафари, именно Занзибар, то вы понимаете, что это просто обман, это ложь, развод. Мы находились в пути примерно чуть больше часа, и, конечно, когда ты летишь на таком маленьком самолетике, то ощущения, они непередаваемы, совсем по-другому, чем на большом. Видно океан под низом, видно даже дельфинов, которые там плавают днем. И, конечно, мы очень-очень рады тому, что же мы увидим. Ну, наконец-то, я вас приветствую. Давно уже. Welcome to Safari. Этот парк является излюбленным местом, потому что он находится в непосредственной близости от самого крупного города Танзании, это Дар-эс-Салам. И так как там есть даже трасса очень хорошая, поэтому люди приезжают в этот парк просто на выходные. Ну и вообще излюбленное место, поэтому много самолетов прилетает туда. Желательно, конечно, чтобы экскурсия ваша начиналась рано утром, чтобы было достаточно времени насладиться и зверями, и флорой, и фауной, всем, что есть, что предлагает нам этот парк. And always the neck balanced the body. Once the running, once the need to stand up. So mostly they can depend on the neck. Этот сафари-парк называется Микуми национальный парк. Он существует с 1964 года и пользуется большим успехом. Когда мы приземлились, то все разделились по джипам, и в каждом джипе, естественно, был рейнджер. Это тот, кто потом рассказывает про животных, про то, что вообще существует, про жизнь именно этого парка.
Когда мы покупали билеты, кстати, нам стоили 450 евро на человека. И когда мы покупали билеты, это было наше условие, чтобы гид, рейнджер разговаривал на немецком языке, и нам пообещали так. Но оказалось все не так, немецкого гида не было, то есть нас посадили к англоязычному. Поняв нашу проблему незнания английского языка, наш гид очень старался, чтобы даже мы поняли его. И именно в этот момент, проезжая по этому мосту, мы поняли, что приключения наши только начались. Там вдалеке быки, антилопы, зебры. Он говорит, типа, Акуна Матата, они подойдут поближе. For this animal, now to stay a little bit far because every animal now they're looking. Короче, наш рейнджер решил найти льва. Где-то они должны лежать. В таких интересных местах он их ищет. Благодаря приятному климату и такой растительности здесь проживают огромные стада зебр, антилоп, жирафы здесь есть даже черные антилопы и большие куду можно тоже встретить. Здесь есть буйволы, слоны, бородавочники. Здесь есть также бегемоты и более 400 видов разных птиц. Ну и, конечно же, это все разнообразие привлекает львов. И именно за ними мы сейчас и гоняемся, охотимся. Короче, летим с такой скоростью, прям похоже, что нашли львов. Прям реально, да, нашли, короче, они львов. На дороге такие камушки стояли на въезде. Это означает, что рейнджеры нашли их. И, в общем, динозавры. Oya chapa wewe. Tembea huko huko. Hamna tope. Niko chini wewe pale. Ah. Anaogopa mbele kuna tope hapo. Wale vipi wamekuja? Wanakuja? Wewe. Oha! Видите, как за нами тяжело охотиться. Короче, надо решить здесь это все показать. Это что-то с чем-то. И это не дрессированные кошки, ребята, это...
Ну и чтобы понимать, какая мощь здесь лежит на дереве, самка льва достигает 130 килограмм веса, а самец аж до 190 доходит. И они, высота до плеча 1,10 м примерно, и они очень быстрые, они развивают скорость до 74 км в час, поэтому добыча от них не ускользнет. У нас такой гайд прикольный. Все стоят на дороге, это прям нас вот так вот подвез. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть символ Африки, это деревья баобабы, которые очень уникальны по своему строению, и также они могут достигать 1000 лет, действительно живут очень-очень долго. И только закончилась наша быстрая фотосессия с баобабом, мы уже мчимся снова ко львам, так как рейнджер сообщил, что там добавилась еще одна львица. Looks like for the time when we came here. Ого, смотри какой у него пузо, да, смотри какой у него, кого-то он там быстренько сожрал вообще. Вот так они, когда охотиться начинают, встают на дерево и смотрят, где их добыча. Тем временем мы направляемся к семейству слонов, которые пасутся также там в саванне. Да, здесь, кстати, рейнджер остановится и спросит нас, боимся ли мы или нет, потому что все-таки слоны, если заходить на их территорию, то они ее с удовольствием защищают, да, то есть они становятся немножко агрессивными. Да, ну и вы точно не хотите встретиться с таким разъяренным слоном, и мы тоже не хотели. Рейнджер даже сделал так, что он на машине спровоцировал одного слона, к сожалению, мы это не сняли. Руки тряслись. Нужно понимать, что слоны, они действительно очень большого размера. Самки вырастают до 6 метров, а самцы даже до 7,5 метров. И это при весе до 6,5 тонн. И они сделают все для того, чтобы защитить своих малышей. Кстати, самый большой когда-либо найденный слон в Танзании был около 10 тонн. Ну, то есть с такими животными нужно дружить и ни в коем случае не провоцировать их на агрессию, да? Слоны являются очень высокоразвитыми интеллектуальными существами, и они действительно очень хорошие родители. Они очень интеллигентные, и между собой они договариваются и защищают детенышей всего стада вместе. У них есть своего рода такой детский садик. Посмотрите, как близко к этим слонам. Нам сказали не шуметь. На сегодняшний день популяция этих животных именно здесь, в Танзании, достигает 60 тысяч особей. Когда-то это было совсем по-другому. Браконьеры беспощадно уничтожали этих прекрасных животных из-за их дорогостоящих бивней. И именно таким образом, когда начали охранять их именно в национальных парках, они смогли действительно размножиться дальше. Сейчас мы подъезжаем к этим грациозным, великолепным животным, жирафы. Они являются также символом Танзании. Вы видели наверняка много картинок, когда жирафы, деревья и саванна. Красота!
Сюда нас привезли на общий обед, ну и сходить в туалет, помыть ручки. И вот так вот выглядит сад возле этой столовой. Что-то тебя поснимать нельзя, что ли? Ой, красавец. Звук такой, да. Смотри, смотри, куда он летит, смотри, смотри, смотри. Ну а теперь мы подъехали к одному из самых загадочных и сложно уловимых животных саванны – это леопард. Нам посчастливилось его увидеть на этом дереве. Леопарды, они на самом деле очень легкие, они весят всего 31 килограмм и достигают размера от 90 до 160 сантиметров. Преимущество их в том, что они очень быстрые, но на короткие дистанции. Они развивают скорость до 60 км в час. Мы подъехали, увидели, понаблюдали, и следующие машины приехали, и им уже не повезло. Ну и так как леопарды, они звери-одиночки, они не любят шума, не любят звуков, поэтому он убежал. Ну а здесь вы видите, как мы подтолкнули впереди стоящий джип, который застрял здесь. Он объезжал дерево, хотел найти этого леопарда, но ему не повезло так, как нам. Являясь самыми высокими животными на планете Земля, жирафы достигают высоты 6 метров и весят они при этом 1600 килограмм. Благодаря своим длинным ногам они развивают скорость 60 км в час, причем их детеныши бегают точно с такой же скоростью. Именно поэтому львы на них не охотятся или охотятся очень в исключительных случаях. Сейчас нас подвезли к озеру, потому что здесь живут бегемоты, и мы надеемся их увидеть. На самом деле бегемоты – это самые опасные животные на планете Земля, потому что они достигают веса до 1800 килограмм и развивают при этом скорость от 30 до 50 километров в час, галопируя, то есть это на длинные дистанции. Их длина составляет от 2,5 до 5 метров, и их толщина кожи 5 сантиметров. То есть вот здесь, в этом озере, между травы торчат только их ноздри, и их даже не увидеть. Бегемоты всегда очень сильно защищают территорию, поэтому в год гибнет около 500 человек от их нападений. Короче, везут нас в аэропорт, но так как начался дождик, уже все. Быстро Даша сейчас постоянно все нормально, говорит, да? Ну и вот мы уже в самолете, еле успели взлететь до объявления нелетной погоды, потому что очень сильный дождь начался. И здесь только мы поняли, что это действительно сезон дождей, да, погода очень резко поменялась. Ну, что сказать, этот парк однозначно нам очень понравился, мы рекомендуем, конечно же, в любом случае, если есть у вас возможность, то посетите. Мы же хотим в следующий раз посетить уже вместе с ночевкой и, наверное, где-то возле горы Килиманджаро. Да, Дима?